Сегодня ты побываешь в закулисье самой настоящей 322 мафии. Причем не какой-то далекой и давно утратившей свою мощь. Я познакомлю тебя с российской группировкой, проворачивающей подставные матчи в доте прямо сейчас. Под ее контролем находятся команды высших дивизионов в 3 различных регионах. Они ставят миллионы в конторах по всему миру. Они создали турнир, целиком состоящий из 322 команд, которые добавили на Ликвипедию и все существующие букмекерки. Они вербуют бывших игроков Virtus.pro и Gambit при помощи... Впрочем, сам послушай. У меня есть ручной игрок высокого уровня, который готов делать все, что угодно, главное подзаработать. А это просто дотерок, девственность потерял на квартире, которую я им дал. Они выплачивают сотни тысяч рублей за слив всего одной карты на тир-2 лигах вроде D2CL. И именно они организовали нашумевшую схему обмена аккаунтов с целью заработка на ставках, из-за которой Valve забанили 10 СНГ игроков, включая тогдашнего кэрри Virtus.pro. Ну а уж если дело доходит до борьбы с конкурирующими мошенниками, эти люди готовы нарушить все принципы и подрубить читы прямо в официальном матче. Я уверен, сегодняшний ролик перевернет дота-сцену. Добро пожаловать в крупнейшее разоблачение подставных матчей в истории русскоязычного киберспорта. Эта история берет начало на обычном Discord-сервере под названием «Красная книга». На нем, по большей части, собирались для совместных игр люди, объединенные любовью к доте. Одним из администраторов данного сервера был паренек под ником Сейлич. Он открыто заявлял, что занимается организацией подставных матчей. Почти все на Красной книге об этом знали. Делал это Сейлич потому, что был абсолютно уверен в своей безнаказанности. Он это не скрывает вообще никак. Я у него даже спрашивал по этому поводу. У меня они ничего не смогут сделать. Что бы я ни сказал. Что ж, должен признать, подобная дерзость сильно привлекает внимание. Даже мне стало интересно. Я решил проверить слова этого Сейлича и подослал на сервер собственного агента. Мой человек довольно легко попал на сервер Красная книга и вышел на этого Сейлича. Оказалось, что в реале его зовут Антон Монетин. Он хай-ММР игрок, бывший тренер и менеджер организации Winstrike. Меня зовут Антон, и я являюсь старшим тренером Winstrike Academy. Сейчас он, правда, подстригся и выглядит примерно вот так. Мой агент начал активно вращаться в кругах Антона и предложил помощь с графикой в одном из его проектов. Да, мой агент дизайнер. Не морф-дизайнер, конечно, но для внедрения в 322 мафию вполне сгодится. После успешного выполнения нескольких работ Антон предложил моему агенту бейтить по инфе. Ну, то бишь делать ставки на подставные матчи. Работало это следующим образом. Антон скидывает агенту 322-шную ставку и какую-то сумму из собственных денег. Всегда, когда он мне скидывает ставки, я в итоге большую часть денег, которые я проставлял, это я проставлял его деньги. Фулл выигрыш с его денег идет ему. Моему агенту разрешалось ставить по этой же инфе из своих, однако Антон потребовал отчислять ему 50% с выигрыша. Ну и, конечно, у агента были ограничения по суммам ставок из своих денег. Первая инфа, прилетевшая моему человеку, касалась СНГ квалификации к DPC лиге. Речь не про недавнюю квалификацию, а про первый сезон DPC. Да-да, информация к этому ролику собиралась долго. Вот так выглядело сообщение от Антона. Ставь на команду Хоту. Это значит, что их соперники Beautiful под контролем мафии. Интересно, что обычно букмекеры не дают ставки на матчи открытой квалы, как раз таки из-за возможного слива. Однако в этот раз почему-то сделали исключение. По ходу матча Антон знатно рофлил со своих купленных игроков из Beautiful, которые временами жестко палились. Карту они, естественно, проиграли. Мой агент не упустил возможности поинтересоваться, сколько же получат Beautiful за такую великолепную актерскую игру. Оказывается, поскольку букмекеры выставили на этот матч сильные лимиты, игроки получат, цитирую, копейки, от 40 до 70 тысяч рублей на всю команду. Перед второй картой Антон поинтересовался кэфом на победу Хоту и сказал заливать всю сумму на них. Однако здесь нашу 322 группировку ждал сюрприз. Хоту проиграли вторую карту в салат. Как ни старались Beautiful поддаваться, слиться у них не вышло. Антон тут же сказал, что Хоту явно слились специально, только работали они, судя по всему, с конкурирующей структурой. Вот составы Хоту и Beautiful из того матча. Большинство из вас не слышали эти никнеймы, но знать актеров без Оскара будет не лишним. Забегая наперед, скажу, что Антон оказался абсолютно прав в отношении Хоту. И я почему-то не удивлен, что на уровне тир-4 команд сливают обе стороны. При этом побеждает не тот, кто сильнее играет, а тот, кто умеет менее правдоподобно проигрывать. Знаешь, неудачный слив Beautiful будет далеко не единичным случаем в сегодняшней истории. Как удалось понять моему агенту, в 322 индустрии многие люди либо неисполнительные, либо специально обманывают. Ну а что, если тебя разведут, не пойдешь же ты жаловаться, что команда обещала слить матч, а потом не слила. Кроме того, всегда есть риск, что тебя разоблачат и карьера 322-шера резко закончится. При всем при этом получал тот же Антон, где-то 100-200 тысяч в месяц. Это примерно как средненький айтишник. Так от чего, спрашивается, ввязываться в какие-то мутные схемы, если можно зарабатывать в разы больше официально и
прозрачно. Знаешь, в последние месяцы я рекомендовал освоить совершенно разные IT-профессии. И я не отказываюсь от своих рекомендаций, ведь быть айтишником — это офигенные зарплаты, возможность работы удаленно, разные льготы и огромная востребованность на рынке. Однако недавно я осознал, что многих моих зрителей разнообразие IT-курсов сбивает с толку. Ведь на старте карьеры вообще непонятно, чем конкретно тебе будет заниматься по кайфу. Что же в таком случае изучать? Кем становиться? Python-разработчиком? Тестировщиком? Разработчиком игр? Спецом по Data Science? Что ж, именно для решения этой проблемы онлайн-школа Skill Factory предлагает курс IT-специалист с нуля. В начале обучения ты пройдешь профориентацию, где узнаешь об особенностях и попробуешь на практике 9 самых востребованных IT-специальностей. От аналитики и проект-менеджмента до разработки сайтов и игр. Полученный опыт позволит тебе сделать взвешенный и осознанный выбор карьерного пути. После этого ты продолжишь углубленное изучение выбранной специальности, в результате чего освоишь желанную профессию. А карьерный центр Skill Factory поможет составить резюме и подчеркнет твои сильные стороны. Если же ты не сможешь найти работу после окончания курса, то тебе вернут все деньги за обучение. Я регулярно советую обучение в Skill Factory, ведь у школы отличные оценки и отзывы на всевозможных площадках. А теперь внимание, введи промокод MORPHIT по ссылочке в описании, и ты получишь скидку на обучение в 45%. Так чего ты ждешь? Самое время стать айтишником, за которым охотятся все топовые компании. Залетай по ссылочке, записывайся на курс, выбирай профессию по душе и начинай зарабатывать достойно. Неудача с командой Beautiful, которая не смогла проиграть катку, не слишком расстроила Антона. После нее сразу последовала ставка на другой матч СНГ квалификации. Вот эти ребята уже слились без промашек. Справа имена наших героев. О, Stormcat, знакомый никнейм. Олды, возможно, вспомнят. Когда мой агент поинтересовался, почему Beautiful не справились с работой, а эти ребята сделали все как надо, то Антон ответил, что на слив этих ребят его группировка поставила более 1,5 миллиона рублей, и если бы они не справились, их бы нашли в реале. Что бы эта 322 мафия сделала с неизвестными дотерами в реале, я даже и думать не хочу. Давай лучше вернемся к моему агенту и набирающему обороты безумию. После прохождения изначальной проверки в виде ставок на ноунеймов, Антон начал делиться с моим агентом гораздо более ценной инфой. Речь уже шла о первых дивизионах DPC. Вот, например, ставки китайцев Dawn Gaming. И заметь, беты уже не просто на победу соперника, а всякие тоталы киллов, чет, нечет и так далее. Все указанные Антоном ставки, естественно, зашли. Очевидно, китайцы из высшей лиги, в отличие от тир-4 игроков из СНГ, знают свое дело. На второй карте прилетели новые ставки, и они тоже по итогу сыграли. 10 января стартовали игры первого дивизиона американской DPC, и мой агент сразу же получил новую инфу. Антон сказал, что надо бетить сразу на 2 вот этих матча. Само собой, 2 лучшие команды Америки, Rebellion и TSM, играли честно. А значит, кто у нас 3-2-2 шел? Правильно, Wildcard Gaming и Tilth Gaming. Их составы на твоем экране. Уже не все такие прям ноунеймы, правда? Sunlight он вообще весь прошлый год на себе КБУ тащил. Хотя, справедливости ради, Sunlight мог не быть в курсе происходящего. В случае Wildcard Gaming во всех имеющихся переписках упоминается Егор, так зовут Арка. Был ли он представителем целой пятерки сливал, либо же действовал в одиночку, такая информация моему агенту недоступна. Более того, изначально Арк вообще предложил не слив, а ставку на свою победу, причем в матче против самих ТСМ. Мол, они настолько уверены в своих силах, что Арк сам поставил на собственную победу. Это, кстати, категорически запрещается правилами Valve и карается пожизненным баном. Впрочем, эта ставка в итоге не зашла. Wildcard отлетели в салат, а Антон начал ругать Арка за проигранные бабки. С другой стороны, на мафии этот луз почти не сказался. Как пояснил мой агент, всегда существует риск, что исполнитель подкачает или же вмешаются какие-то сторонние факторы. Именно поэтому, даже в матчах, где кто-то должен гарантированно слить, они не ставят больше 20-30% от доступного бюджета. Здесь же игрок натурально пообещал прыгнуть выше головы, так что все отделались какими-то минимальными убытками. При этом не стоит делать выводы по Арку из единичного случая. Мол, он лишь делился инсайдерской инфой, а сам к 3-2-2 не причастен. Вот, например, в другом матче он просит ставить на разные события, включая отдачу First Blood сопернику. Впрочем, слив от Dawn Gaming и Wildcard'ов — это еще цветочки. Мой агент выяснил, что команда из высшего дивизиона Tilth Gaming была вообще целиком и полностью собрана под 3-2-2. Причем их слот у Sonics напрямую купила группировка Антона. Мне Антон озвучивал сумму, такой слот стоит дорого. $20 000. Естественно, 1,5 миллиона рублей на счету у Антона нет, так что на слот скидывались и другие 3-2-2-шеры. Все они получали доступ к целой команде, которая сливала в первом дивизионе валвовской DPC лиги. Они купили, и понятное дело, когда такой турнир, такие масштабы, там очень хорошо можно ставить. Чтобы ты понимал всю абсурдность ситуации, в Tilth Gaming фейковым было абсолютно все. Вот мой агент просит знакомую сделать логотип команды за полчаса, потому что больше времени у них нет. Или вот еще, менеджером значилась некая Катерина Дарки. По факту же от ее лица действовал Антон, либо его подельники. Менеджер Tilth Gaming Катя, по факту, она ничего не делала. Но как же 3-2-2 мафии удалось получить
слот в высшем дивизионе еще и от команды Sonics, выступавшей на недавнем инте. Что ж, здесь тебе стоит познакомиться с ближайшим подельником Антона под ником Lil Scrip. Мой никнейм Lil Scrip, я недавно получил бан за передачу аккаунтов. Этот паренек в свое время вел переговоры с легендарным Лодой, который хотел купить их микс Luna Gaming. Благодаря этому Лода поручился за Lil Scrip перед менеджером Sonics, и тот продал слот. Сам Lil Scrip должен был стать капитаном и главным сливалой Tooth Gaming, однако вышла неувязочка с другим его проектом. Valve внезапно спалили его схему обмена аккаунтами, целью которой был заработок на ставках. Да-да, это тот самый нашумевший случай, когда в перманентный бан улетело 10 СНГ игроков, включая ТСА, Время в никуда и тогдашнего кэрри Virtus.pro Кому. Оказывается, за всю эту схему отвечал Lil Scrip из группировки Антона. Lil Scrip попробовал сам это все провернуть, и он плохо это сделал. Там надо было как-то более умно, с виртуальными машинами, еще с чем-то. Видимо, Антон часто чем-то похожим занимается, и он говорит, что просто Lil Scrip все криво сделал. За это все 10 игроков получили бан. Впрочем, Lil Scrip не сильно расстроился после бана и стал негласным менеджером Tooth Gaming, а также ряда других команд. К слову, на старте сезона Tooth показывали неплохую игру, чем несказанно радовали своих хозяев. У них была ставка на то, что они проиграют Shopify Rebellion, но для того, чтобы набить коэффициент, их попросили хорошо поиграть. А они в итоге так хорошо играли, что они могли бы их и выиграть. Антон поэтому очень радовался. Ну, потому что команда, которая просто всем отлетает даже сама по себе за 20 минут, с нее можно меньше денег вывести. Однако, спустя где-то неделю от начала сезона в коллективе случился серьезный разлад. Они в итоге приходят к такому состоянию, что они могут только проигрывать. Все ставки делаются на их проигрыш. Видя, что Tooth явно вылетят во второй дивизион Америки, который особо-то никому и не интересен в плане ставок, мафия решает идти ва-банк. Из этого пытаются выжить максимальное количество денег, даже при том, что их забанят. Решили, что пофиг на их безопасность, похуй на все. Таким образом, на луз в решающем матче Tooth против Bait делались колоссальные ставки всеми доступными способами. Моему агенту инфа тоже само собой прилетела. Вообще, это даже забавно, что коллектив Дэнди остался в первом дивизионе благодаря 3-2-2-шащим соперникам. Они с трудом справлялись, чтобы победить команду, которая специально сливает. Но вернемся к ставкам. Группировка Антона заливала на Дэнди миллионы рублей в конторах по всему миру. У него намного что есть. Выход на Китай, на Америку и так далее. Скажем так, есть свои банды. Например, вот мой агент раздобыл скриншот из филиппинского подразделения данной организации. PHP здесь это не язык программирования, а филиппинский песо. 200 тысяч примерно равны 300 тысячам рублей. К сожалению, в попытке навариться на последнем матче Тьюса в высшем дивизионе, мафия конкретно переборщила. В какой-то момент коэффициент на победу команды Дэнди резко обвалился с 2 до 1,3. Большинству контор это очень не понравилось, и они просто заморозили выплаты по всем событиям данной встречи. Как итог, один из китайских членов данной мафиозной группировки, поставивший через свою сеть суммарно более 30 миллионов рублей, смог вывести лишь 6,5. У самого же Антона на русскоязычных конторах оказалось заблокировано около 320 тысяч. Однако заметь, даже с учетом потери такой суммы, он все равно вышел в плюс за счет ставок за рубежом. Так, Морф, обожди, ты что тут нам пытаешься сказать, что наткнулся на крупнейшую мировую сеть 322-шеров? И что, ее вот так просто на блюдечке поднесли какому-то левому челу, которого ты называешь агентом? Эх, если бы Антон действовал скрытно и работал с узким пулом проверенных людей, то это расследование никогда бы не вышло в свет. Однако в дело вмешалась старая добрая жажда наживы. Антон неадекватно жадный, то есть у него речь идет там часто о суммах несколько тысяч долларов, тем не менее он зачем-то хотел еще через людей попрокидывать по 10 тысяч рублей. Не я единственный был такой, еще там было пару человек. Но ты не подумай, в мафии сидят не глупцы. Держать Антона, болтающего всем подряд о 322, просто так никто бы не стал. Например, у него есть огромный талант убеждения, благодаря которому данная группировка обзавелась крайне ценными активами. У меня есть ручной игрок высокого уровня, который готов делать все, что угодно, главное подзаработать. Неужели кто-то думал, что история подставных матчей на высшем уровне в России закончилась на Соло и его 322? Конечно, не закончилась. Правда, с тех пор схема слива значительно изменилась. Если раньше менеджер был в курсе происходящего и даже помогал делать ставки на соперника Соло, то сейчас менеджеров стараются тщательно избегать. Часто менеджеры вообще никак не задействованы с тем, чем занимаются игроки в плане 3-2-2, потому что менеджер — это лишнее звено. Во-первых, лишний вариант все это спалить. Второе — это лишний человек, которому надо платить. Кроме того, подкупить целую команду на высоком уровне очень сложно, особенно если у нее есть хоть какое-то имя. По этим причинам Антон принялся вербовать отдельных игроков. Я покажу 3 крупных случая, о которых удалось узнать моему агенту, но сколько на самом деле игроков работает на Антона, мне неизвестно. Первым прошником, которого всецело контролирует 322 мафия, является Альберка. Это бывший игрок Гамбит и молодежного состава Virtus.pro, а ныне участник Cybercats из 2-го дивизиона. Завербовал его Антон весьма необычным способом. Спит с Альбертом.
Бы не переспала с Альбертом у меня на квартире, если бы я не сделал все для этого. Мне просто нужен был ручной игрок, который будет делать то, что мне нужно. Дело было так. Антон мельком знал Альберку со своей прошлой работы менеджером. Я у него менеджером в команде сидел. В один момент Антон случайно узнает, что Альберка общается с его знакомой. И тут, как говорится, план возникает сам собой. План с тем, что их нужно свести, и чтобы Альберт был просто моим ручным червячком, и при этом у него появилась женщина, на которую нужно тратить деньги, следовательно, их как-то надо зарабатывать. План возник еще в момент, когда они сказали, что они общаются. В итоге Антон буквально сводит Альберку со своей знакомой. Я заранее начал закидывать, держись за него, бла-бла-бла-бла-бла. Я потащил в бар за несколько часов до того, как они там встречались, до того, как Альберт освобождался. Я еще поднастроил в ту сторону, в которой мне было нужно. Потом Альберт приехал, он такой зажатый парнишка. Я настраивал их на тему, что у них сегодня что-то вечером должно быть. После этой встречи Антон оставляет парочку наедине и дает Альберке ключи от своей квартиры. Таким образом, наш горе-дотерок с потрохами продается 322 мафии в обмен на интим. Альберт стал просто шелковый. Я его смог убедить посидеть на турнире, поиграть официально за команду. То есть он сказал, если что-то тебе нужно там поиграть с обсервером, ну то есть когда у тебя обсервер в лобби говорит о всех перемещениях оппонента и т.д., я это тоже могу, вообще без проблем, даже не под своим аккаунтом, готов делать все, что угодно, главное подзаработать. Слышал? Чел готов не просто под левым аком играть, а даже на обсервера. Это же по сути читы. Теперь у меня есть ручной игрок высокого уровня, который будет играть на турнирах, но я буду сидеть и зарабатывать с этого деньги на бетах. Кстати, во время той встречи со знакомой Антона Альберка позвал одного именитого персонажа. Посидели, пообщались, он засуманил ДМа, то есть у меня эта встреча вдвойне вышла. ДМ очень знаменитый игрок и сложно познакомиться. А я знал, что Альберт общается и с ДМом, и с Рамзесом, и вот с остальными ребятами. Таким образом, у Антона в контактах появился ДМ. На секундочку, нынешний игрок OG. И представь себе, у них даже после этого шел активный диалог. Вот, например, ДМ поругался в пабе с Лейми из Stealth Gaming и пригрозил рассказать про его сливы, если Антон того не приструнит. Заметь, как ДМ говорит про 322 турниры. Он называет их турниры для ставок. Получается, он в курсе, чем занимается и Альберка, и Stealth Gaming, и Антон. Впрочем, ничего удивительного. Сам ДМ еще недавно был замешан во всяких мутных делишках вроде торговли аккаунтами. Его подельником, к слову, тогда был Арк. Сегодня мы как раз выяснили, что он сливал за вайлдкардов в Америке. И не пойми неправильно, я не намекаю на 322 от самого ДМа. Но разве он не является соучастником, если знает обо всем и молчит? Предлагаю написать в комментах, что ты думаешь на этот счет. А я тем временем перейду к другим завербованным прошникам. Еще в начале работы с Антоном моему агенту прилетел бет на лигу D2CL. Нужно было поставить на ФБ от Virtus.pro в матче против Гидры. Ставочка сыграла на ура. Давай посмотрим за этим великолепным актерским исполнением. Такой big camp, да, просто, опять же, НШИ сами по себе считаются супер big кэмпом, а тут еще. Похоже на первую кровь, на самом деле, потому как дерево, да, с руки наваливает, словно из базуки. Лефитан. Это же тот самый персонаж, которого недавно в читах обвинили. Что ж, к этой теме я еще вернусь, а пока давай дальше про слив матчей. Как стало известно моему агенту, на мафию работают сразу два игрока Гидры. Антон говорит буквально, что наши два саппорта. На него работают два саппорта. Это Лефитан и я не знаю, кто второй саппорт. Вторым саппортом этой команды является паренек под ником Happy Дюрара. И если что, ставки на Гидру на разных ивентах моему агенту прилетали регулярно. Например, в январе был мини-турнир EPL Winter Holidays с вот таким финалом в формате BO5. На самом деле, вся эта встреча целиком от начала и до конца представляла собой театральную постановку. Антон сразу же начал кидать ставки на разные события и написал, что ребята хотят делать бабки со всех 5 карт. Матч, кстати, действительно потребовал 5 карт и закончился со счетом 3-2 в пользу Гидры. Стоп, но если на мафию работают всего 2 игрока Гидры, как им удалось провернуть столь сложную схему? Ну, во-первых, все прошло не без косяков. Например, Гидра должна была забрать ФБ на первой карте, но Дрим заболел, а заменявший его динозаврик не был в курсе сценария и пошел отдался сопернику. Во-вторых, вся эта постановка стала возможна благодаря тому, что соперники из YNT также находятся под контролем Антона. Вот их состав. Сливают ли здесь отдельные игроки или же вся пятерка, у меня информации нет. Ведь когда Антон говорит, что команда его, это не значит, что сливают все 5 челов. Однако согласись, было бы очень неприятно узнать, что такие олды, как Бигнум и Сёма 322-шат. А теперь с учетом полученной инфы, прикинь все масштабы проблемы. По сути, мафия контролировала половину команд второго дивизиона СНГ. В Cybercats у них Альберка, в Гидре Лефитан и Дюрара, а у YNT потенциально вообще вся пятерка. Гидра так и вовсе в том сезоне в высшую лигу вышла. Хотя, обожди, их 322 история еще далеко не окончена, ведь на носу было главное шоу Антона.
Из сегодняшнего рассказа ты, думаю, уже понял, что группировка Антона периодически сталкивалась с проблемами и несла убытки. То им миллионы за бейт не выплатили, то нерадивые исполнители не смогли нормально слить, то чел на замене всю малину испортил. Вот тут-то Антону и пришла гениальная мысль, как можно избежать всех этих проблем. Нужно организовать собственный подставной турнир, состоящий из команд подконтрольных твоей мафии. Ведь когда актеры играют против актеров, а ты как организатор еще и можешь кому-то из них выдать обсервера для усиления эффекта, то все ставки точно сыграют. Единственная загвоздка состоит в том, что нужно убедить весь мир в легитимности такого турнира. Ведь ставок не будет, если букмекеры не поверят, что все по-настоящему. Понимая это, Антон бросает все свои силы и ресурсы на проект под названием Неон Лига. Для придания всему спектаклю правдоподобности Антон решает привлечь свои лучшие активы. На лигу заявляется микс с альберкой под названием «Три змеи». Также изначально в списке участников числятся Tilth Gaming. Вот, в переписке по заменившей их команде Матрешка Антон указывает, что им достались ночные слоты, потому что изначально расписание подстраивалось под Tilth, играющих по американскому времени. К сожалению, по разным причинам Неон Лига стартовала аж на месяц позже запланированного. Альберке и Тилтам неудобно было играть в эти даты, так что им пришлось сняться с турнира. По сути, из всего итогового списка участвующих команд до этого хоть где-то мелькали лишь две. Я сейчас говорю про Гидру и Айви. Мой ролик о Team Sexy на тот момент еще не вышел, так что о них тогда никто и не слышал. Однако здесь Антон заморочился и с помощью давления на модератора добился добавления Неон Лиги на Ликвипедию. Представь, этого оказалось достаточно, чтобы турнир появился на 95% букмекерских контор по всему миру. Радости Антона не было предела. Ну еще бы, на турнире 6 из 8 команд твои, а ставки можно делать практически как на валвовской DPC. Единственные две команды, которые вообще ни в каких матчах никак не участвовали, это Team Sexy и Ivy. Да, я тоже удивился, когда мой агент сказал, что Team Sexy не участвует в схеме Антона. Однако не спеши делать выводы, к этим ребятам я вернусь попозже. Пока же давай обсудим тех, кто напрямую подчинялся группировке Антона. Начнем с ноунеймов, Benz и Ubertil. Оба этих микса были созданы мафией конкретно под Неон Лигу. Uberti. Команда была собрана наспех, буквально к Неон Лиге, который менеджером был, собственно, Антон. Когда турнир начался, у них буквально даже логотипов не было. Benz же напрямую принадлежали ближайшему подельнику Антона Lil Скрипу. Benz — это команда Lil Скрипа, а официально там менеджер человек с ником Сергей Монагин, но по факту это Lil Скрип. Идем далее. Изи Катка и V-Gaming. Оба коллектива были целиком в теме 3.2.2. Изи Катка. Он говорит, что все игроки его, кроме менеджера. V-Gaming вообще зарегались на Неон Лигу только ради слива. V-Gaming к нам пришли только чтобы играть 0-2 каждую игру. Исключением стал лишь их матч против Айви. Поскольку до этого V-Gaming только проигрывали, на их победу со счетом 2-0 был очень вкусный коэффициент. Так что ребятам просто дали обсервера, ну то бишь читы, и отправили побеждать. V-Gaming должны были с отцом, потому что там на это был очень хороший коэффициент. Айви, кстати, на ту игру не явились по каким-то своим причинам, так что поймать вкусный кэф у Антона не вышло. Что же касается V-Gaming, то эти парни очень плотно сотрудничали с Антоном. Вот, к примеру, они сливают по всем позициям против Ауреду Тандерс на параллельно идущем турнире EPL. А ты еще помнишь команду Хоту из начала ролика, которая сломала Антону все планы на квали DPC? Так вот, в Хоту играли Раксус и Self-Hate из Изи Катки, а также Lonely из V-Gaming. Как говорится, мир тесен. Думаю, после того слива от Хоту группировка Антона на них вышла и предложила условия получше. Идем дальше. Участники под названием Матрешка. С ней Антон провернул дерзкую схему по вербовке прямо по ходу лиги. В какой-то момент он попросил моего агента перетащить менеджера Матрешки в другую конфу и отвлечь его пустой болтовней. Я перетащил человека в другой войс, он не видел, что происходит в войсе его команды. Я сидел 20 минут, просто общался. В это же время в Дискорд к 5 игрокам зашел человек Антона с заманчивым предложением. После этого Матрешка целиком перешла под контроль его группировки. Само собой, с таким составом участников моему агенту прилетала масса ставок на самые разные матчи Неон Лиги. Все эти ставки, конечно, заходили. Кстати, не могу не упомянуть комичный случай, когда группировка Антона сошлась в бою с Sensibility. Ты же помнишь, что этот скамер замешан в множестве мутных делишек? Так вот, в какой-то момент Sensibility решил продать инфу про слив Матрешки на Неон Лиге. Только прикол в том, что эту инфу он выдумал из головы. В том матче никакой слив не планировался. Антон настолько разозлился, что решил выдать Матрешке обсервера, чтобы они выиграли и Sensibility понес убытки. Что ж, вот мы и добрались до вишенки на торте. Я сейчас, конечно, про команду гениальных актеров Гидра. Мало того, что они 3-2-2-шили, им Антон еще и чит в виде обсервера выдал, ну, чтобы уж наверняка. Гидра у нас везде была 2-0, потому что Гидра играла с отцом. В тот день Гидра должна
должна была, как обычно, стереть своего очередного соперника, команду Ivy. Только чем ближе было начало матча, тем меньше становился коэффициент на Ivy. Другими словами, кто-то заливал баснословные деньги на их победу. Коэффициент на то, что Ivy заберут первую карту, он неадекватный. Очень много денег на это заливается, что вот Ivy заберут первую карту. Наша мафия решает пронаблюдать за этим матчем и обнаруживает, что на их бабки позарились конкуренты. Во-первых, игроки Гидры, неподконтрольные Антону, вели себя как-то странно. Мы этот матч посмотрели, он странный. Во-вторых, сам Лефитан донес Антону, что его тиммейты проигрывали специально. Лефитан сам написал, когда они вот проиграли первую карту, что кто-то из его команды бьется головой. Биться головой на сленге 3-2-2-шеров означает сливать матч. Видимо, слово «слив» звучит некрасиво. Ну и третья причина, по которой Антон понял, что столкнулся с конкурирующей бандой 3-2-2-шеров, это коэффициенты. Они это сделали топорно, поэтому коэффициенты все полетели быстро, и, собственно, мы это спалили по ставке. К слову, у самого Антона эта схема работает на совершенно ином уровне, так что его по коэффициентам вычислить практически нереально. У Антона целая схема, то есть в каком порядке, какие букмекерские конторы поставляются, потому что коэффициенты у букмекерских контор, они зависят иногда друг от друга. Антон со своей компанией, они это делают по-умному, поэтому их поймать намного сложнее. Пользуясь своими связями в 3-2-2 тусовке, Антон довольно быстро все выясняет. Оказывается, конкуренты проплатили корам Гидры, Дриму и Клауду за слив против Ivy. То есть, прикинь, два саппорта Антона играют с обсервером на победу, а коры при этом хотели проиграть. Эх, название команды прям в точку. Воистину многоголовая эта Гидра. Антон, к слову, разозлился тогда на Дрима не на шутку и даже пообещал добиться его бана, потому что тот якобы сливать не хотел, а на деле просто много лет работал с конкурентами 3-2-2-шерами. И вот здесь в нашей истории происходит довольно внезапный поворот. Антон в лице Неон Лиги отменяет матч Гидра-Айви, обвиняет Гидру в нечестной игре и кикает их с турнира. На первый взгляд, Антон этим действием выстрелил себе в ногу. Во-первых, Гидра была самой именитой командой лиги. После их кика доверие к турниру однозначно упадет. Во-вторых, он обвинил команду, где у него самого 2 игрока куплено, а значит косвенно подставил их под удар. Ну и в-третьих, когда ты проводишь полностью подставной турнир, привлекать к нему внимание публичными обвинениями в 3-2-2 крайне нежелательно. Антон это все, конечно, понимал, однако у него не было выбора. Ведь Неон Лигу негласно спонсировал букмекер, а по ставкам было очень видно, что матч подставной. Поднимается мощна в конфе букмекеров, спонсор этого турнира был париматч. Поэтому, если бы мы ничего не сделали Гидре, то к нам бы пришли с вопросами. И мы в итоге пришли к выводу, что самое разумное это просто дисквалифицировать команду с турнира. К сожалению, с этим решением Антон сильно просчитался. Поскольку менеджмент Гидры был абсолютно не в курсе происходящего, то организация свято верила в честность своих игроков. Соответственно, увидев обвинения в 3-2-2, они дали жесткий отпор и подняли бучу в медиаполе. Помню, они даже мне написали и предложили деньги за независимое расследование всей этой ситуации. Кроме того, оказалось, что тренер Гидры был с игроками во время матча в Дискорде и все записывал. Готовы предоставить запись игры. Антон понимает, что дело запахло жареным и нужно срочно как-то утихомирить Гидру. Вот только на предоставленной записи общения ни Дрим, ни Клауд себя никак не выдали. Но не беда, ведь на пиках жестко спалился его собственный товарищ Лефитан. Че, Моисей на этом ДПшке? А, серьезно? А как ты это увидел? Что, Оверплюс? Что, как? Если кто не понял, Лефитан объяснил, что видит лайнап соперника с помощью софта Overplus. Пользоваться таким софтом на турнирах категорически запрещено, это по сути читы. Понятное дело, будь Антон честным организатором, он бы тут же использовал этот момент, чтобы доказать обоснованность кика Гидры. Вот только Лефитан работает на Антона, и поэтому ни в каких санкциях в его адрес он не заинтересован. Впрочем, Гидра-то этого не знала. Таким образом, Антону удается замять конфликт, угрожая баном всей команды за Overplus в турнирном матче. Испугавшись последствий, Гидра отступает, параллельно вырезая момент с Оверплюсом из записи. А знаешь, что самое крышесносное? У Лефитана-то был далеко не Оверплюс. Он пользовался приватным китайским читом. Я его название на всякий случай замазал, но в сети ничего подобного не находится. Другими словами, человек одновременно играл с обсервером, приватным читом и при этом 3-2-2 шел. И было это все не год назад в пабе, а на турнире в январе. Да что там Лефитан? У нас тут Гидра, состоящая из 4 3-2-2-шеров, принадлежащих к 2 разным группировкам, свободно играет в высшей лиге от Valve. И я вообще не удивлюсь, если им, несмотря на данный ролик, разрешат участвовать и в следующем сезоне. Но вернемся к Неон Лиге. Гидру, как я и сказал, кикают, а чуть позже с турнира снимаются Ivy. Итого, к плей-оффу у нас остается 5 подставных команд Антона и Team Sexy Казака. Что ж, самое время поговорить про этот островок честности в море подставных матчей. Неужели я ошибся и зря наговаривал на честного владельца Team Sexy? Для начала стоит знать, что Антон и Казак являются старыми приятелями. Казак хорошо общается с Антоном, они типа хорошо друг друга знают. Дружба с одной из ключевых фигур
3-2-2 мафии уже дурной знак, но моему агенту удалось раскопать кое-что более крутое. Оказывается, казак регулярно делает ставки на сливные матчи по инфе от Антона в обмен на процент с выигрыша. С казаком у них сейчас сотрудничество идет. В том плане, что, казак просто получает бета. А знаешь, что идеально подходит для такого случая? Купленные казаком в январе верифицированные аккаунты Pinnacle с сильно отрицательным балансом. И да, не только казак тесно связан с миром 3-2-2. Товарищ под ником 9Class из его команды находится под контролем Антона. Приколы казака решили поработать. Там сидит 2 Б-класс, который рот казака и хочет лишних $2000 получить за турнир. Напомню, что Team Sexy прямо сейчас катают во 2-м дивизионе. Как, в общем-то, и Cybercats Альберки и бывшие YNT. Да уж, веселый 2-й дивизиончик у нас намечается. Но вернемся к Неон Лиге. После кика Гидры и публичных обвинений в 3-2-2 от репутации Неон Лиги не осталось и следа. В результате теневой спонсор по рематчу от сотрудничества отказался. Другие буки вообще заморозили ставки и перестали давать новые линии на этот турнир. Многие бабки во фризе после Неона и остальных. 3-2-2 мафия в очередной раз понесла убытки. А Неон Лига не то что не окупилась, Антон еще и призовые остался половине команд должен. Естественно, это никак не помешало ему вести дальнейшую деятельность, и подставные матчи никуда не исчезли. Например, на носу был очередной турнир из серии EPL с множеством команд Антона. DPC заканчивается, а EPL начнется, на EPL до всего будет. Однако этого было явно мало. Чтобы восполнять потери и реально зарабатывать, нужен еще один собственный подставной турнир. Встречайте, Неон Лига сезон 2. В составе все те же актеры, только убрали Гидру, Секси и Айви, а вместо них пару 3-2-2 миксов Лил Скрипа добавили. Жаль, что-то пошло не так, и официально турнир так и не анонсировали. Впрочем, у мафии Антона есть и другие мутные способы заработка. Он сказал, хотим крутить аккаунты, это имеется в виду, у тебя есть 2 аккаунта, китайский и еще какой-то европейский. Ты с них должен делать вилки. С помощью софта ты с одного аккаунта на другой перегоняешь деньги, то есть ты в итоге деньги не теряешь, но один из аккаунтов становится минусовым. Эти аккаунты потом продаются или ими самими используются. Выходы есть на всех. Например, среди партнеров структуры Антона имеется целый вилочный офис, который делает супер минусовые аккаунты и продает их в обмен на 3-2-2 инфу. Я это к тому, что даже при миллионных убытках на матче Дэнди и провале Неон Лиги данная мафия никуда не исчезнет. Как сами по себе не исчезнут и 3-2-2-шащие игроки. Ведь всего за одну слитую карту тир-2 турнира вроде D2CL команда получает $500 000 рублей. Только представь, сколько имеет Лефитан за какую-нибудь безобидную отдачу ФБ на высшей лиге. Когда человек годами играл на тир-3 уровне за зарплату в 30 тысяч, выбор как бы становится очевиден. Искоренить подставные матчи могут лишь Valve в тесном сотрудничестве с букмекерами. Вот только им совсем не до расследований 3-2-2, пока люди не наглеют, как те же Knights на мейджоре. Тир-2, тир-3 сцена кишит просто этими 3-2-2. Это на самом деле всем доподлинно известно. С этим как бы нужно бороться, но мы не забываем, что мы находимся на территории Valve, компании, которая ничего не делает. Пока просто уже, не произойдет что-то экстраординарное, где вмешательство нужно. Надеюсь, урок, который вынесешь лично ты из данного ролика, это что не стоит делать ставки на доту. На самом высшем уровне, как, например, в решающих матчах Инта или Мейджора, соперники слишком равны и может произойти все что угодно. Ну а все остальное, включая первый дивизион и DPC, забито подставными матчами, читами и прочим скамом. И с этим никто ничего делать не будет. Даже если героев моего сегодняшнего ролика забанят, на их место придут новые Антоны или Фитаны. Ведь дело совершенно не в одиночных исполнителях. Дело в системе Valve, которую никто менять не планирует. Факт дня. На 200 тысяч подписчиков я выпущу еще одно масштабное расследование. Так что подписываясь на канал, ты приближаешь выход еще одного эпичного ролика.